пока не приклеивал, просто решил приставить. Еще на каретке пружины не подобрал, чтобы сделать, ну, проволоку, вернее, не подобрал, чтобы сделать пружины. И модель статическая, вообще-то, если так, для выставки или кто собирает. Но я хочу сделать, чтобы колеса вращались, опорные катки. В общем, еще заморочусь, но для сборки просто соберу, сильно проклеивать не буду детали. Ну, а потом придется разбирать под покраску и уже делать так, как хотелось бы. Тоже получился вот такой конечно, если это покраска, то всем привет, друзья! Сегодня видео для любителей бумажного моделизма. Небольшой отчет о проделанной работе модели трактора ДТ-75М Казахстан Павлодарского тракторного завода. В общем, потихонечку делаю кое-что подробнее. Практически каретки, балансирные тележки собраны, а вот покажу деталь 21. Собирается вот 21G2. Потом мы сворачиваем колечко и склеиваем. И потом будем приклеивать эту деталь. В итоге у нас получится так вот. Должно получиться. Вот, свернули у колечка, нанесли тонкий слой
клея. И неудобно одной рукой. Ну, в принципе, вот. Вставляем деталь. И потом приклеиваем уже к каретке. Наношу зубочисткой слой клея. И вот так вот фиксируем на некоторое время. В итоге у нас уже получается что-то похожее на балансирную тележку. Ну, я их каретками называю по привычке. И почему я именно таким клеем пользуюсь? Потому что он намного быстрее схватывается. Вот его наложил клея, немножко дал ему подсохнуть, и все, можно деталь приставлять, она практически сразу приклеивается, в отличие от других там ПВА. Не, ну есть эти строительные, они получше, но мне и этот как бы нравится. Ну что тут по двигателю покажу. Воздухоочиститель я устанавливал. Ну, здесь выжим сцепления и генератор. Плохо видно, конечно, я на другую камеру потом сниму. Но проверял просто вот эти изгибы колена. Все оно собирается. И где тут еще? Вот. Моноциклон, грибок, который в капоте трактора. Вот потом сюда вставляется. Ну, как-то так. И, блин, крепление гидроцилиндра. Но пока я его ставить не буду. Ну и вот пуговки, колеса. Бак еще не поставил. Думаю, что-то не хватает. Короче, все у меня разваливается, потому что еще ничего не проклеено. Ну, еще хотелось бы показать такую небольшую фишечку. Много кто пользуется, особенно кто собирает танки, бронетехнику. Таким образом закатывают стволы, чтобы было ровно. Вот, блин, опять же неудобно бумагой, одной рукой неудобно, опять же. Ну вот, закатываем в бумагу. И получается у нас уже круглая и ровная деталь. Но я потом, конечно, подровняю, потому что одной рукой неудобно. И что я еще хочу показать. Раз я уж буду под покраску делать модель, цилиндр, я буду делать гидроцилиндр из такой вот телескопической антенны. Это радиоприемник там, тому подобное. Вот я уже часть обрезал, которая мне нужна. Оно все работает, достается. Потом эту часть я буду приклеивать сюда. И у меня будет шток блестящий. Будет блестящий шток. Ну, это для тех, кто собирает модели, хочет собирать, чтобы они были похожи на реальные. По итогу, ну, как-то так получилось.
Даже не видно, что хромированный шток. Ну и потом, конечно, уже будет крепление. И будем делать, чтобы он немножко двигался. Ну, сюда и на тот трактор я делал, на ту модель, вот с зубочисток кусочки приклеивал сюда, вырезал. И отлично, в принципе, было. Так, ну, что еще? Низ штока, где будет вот крепление к отвалу. Но я проклеиваю там не обозначено. Если бумажный просто и статично все, то можно не усиливать, но у меня будет двигаться, поэтому я усилю, еще на слой бумаги приклеил. Тем более там по родному вот на бумажный шток клеилось, но на том тракторе держится, на той модели. И вот на сегодняшний день такой результат. Опять же, я еще не приклеивал, просто приставил, чтобы посмотреть, все ли совпадает. Так, специального приспособления у меня нету, модель показывать, но кое-где заляпал, конечно. Но в целом мне нравится. Вид, конечно, у него даже, наверное, покрасивее, чем прошлой модели DT75ML. В целом-то все совпадает. Вообще прикольно, классно. Ну, я так думаю. А вы оставляйте свое мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотры. Всем здоровья, удачи и до новых встреч.